Всем привет! Сегодня приготовим вредные, но всеми любимые вкусные жареные пирожки с картошкой. Для этого берем 350 грамм теплой воды, выливаем в емкость для замешивания. Воду для теста берем обязательно теплую, примерно градусов 30-35, иначе ничего не получится. Дрожжи просто-напросто не вступят в реакцию. А если возьмем сильно горячую, то они просто умрут. Кладем сюда 1,5 ложки столовые сахара. Для полного рецепта нам понадобится 600 грамм муки. Но на данном этапе мы берем 4 ложки муки. 3, 4. Все это перемешиваем. И высыпаем сюда быстродействующие сухие дрожжи. Здесь 10 грамм, это примерно 1 столовая ложка. Хорошенечко сразу же перемешиваем. Хорошо перемешавши, минут через 10 дрожжи должны вступить в свою законную реакцию. Вот видите, уже пошли бульбашки. Так, прошло 10 минут, смотрите, дрожжи как заиграли. Стало все пенное, как поролон. Теперь добавляем сюда 4 ложки растительного масла. 1, 4. Сюда же отправляем 1 чайную ложку соли. И хорошенько все перемешав. Теперь сюда же добавляем муку. Здесь у нас было 600 грамм, вот так вот немножко оставляем. Чтобы пирожки были пышнее, муку желательно просеять. И теперь все это дело хорошенько перемешиваем. Так, венчиком уже не получается мешать. Добавляем чуть-чуть муки. И мешаем лопаткой. Теперь переходим на ручной замес. Чуть-чуть смазываем мукой руки. Тесто немного прилипает к рукам, но ничего страшного, так и должно быть. Теперь тесто перекладываем на стол. Немного муки. И выкладываем наше тесто. И мешаем его. Периодически смачивая мукой руки, вымешиваем тесто. Вот смотрите, вот такое вот тесто должно получиться. В меру мягкое, в меру твердое. Пальцем оно уже не прилипает. Делаем вот так вот его до кучи, в колобок. Кладем назад в миску. Накрываем целлофаном. И ставим в холодильник примерно на час. Пока наше тесто отдыхает в холодильнике, немаловажный момент, чтобы пирожки получились очень вкусными. Для этого нужна очень вкусная начинка. Для этого мы поставили вариться картошку и сейчас нарезаем лук. 1 большой или 1,5 луковицы нам будет достаточно. Лук нарезаем маленькими кубиками. На вот такие вот кусочки будет достаточно. Так, наливаем чуть-чуть масла, делаем маленький огонь. Нам лук как бы надо не обжарить, а так, чтобы он превратился в мягенький, в полупрозрачный мягенький лук. Почаще его помешиваем. Вот так вот лук стал уже полупрозрачный, мягенький. Не надо его жарить, обжаривать. Выключаем огонь. Теперь берем нашу отваренную картошку, добавляем в нее грамм 30 масла и превращаем наши кубики в пюрешку. Вот так вот слегонца ее растолкли. Теперь в картошку добавляю неполную чайную ложку сушеного укропа. Чуть-чуть досаливаем. И я добавляю чайную ложку сушеной морковки. Это не обязательно, но цвет она придает красивый и вкус тоже. И сюда же высыпаем наш лук. И обязательно черный молотый перец. Я очень люблю молотый перец, поэтому ложу его побольше. Перемешиваем вилкой, чтобы окончательно не превратить все в кашу, а были какие-то кусочки, так как бы более эстетично получается. Пробуем на соль. Если соли не хватает, добавляем. Когда мы добавили укроп и морковку, посмотрите, начинка будет не однородного цвета, а вот такого вот красивого, зеленого, красненького. Будет намного приятнее его кушать. Ой, как вкусно, перчика не пожалел. Итак, прошел час времени, достали мы тесто с холодильника. Посмотрите, какое оно красивое. Посмотрите, какое оно пышное. Прям вот мягенькая булочка. Поливаем стол маслом.
слегонца, чтобы тесто не прилипало. Муку уже не используем, потому что будет пригорать на сковородке. Достаем тесто. За счет того, что руки в масле, оно уже не прилипает. В зависимости от того, сколько вы делали тесто, делим его на равные кусочки. Я примерно буду делить их, примерно на 15-20 кусочков, как получится. Вот так вот отщипываем и делаем такие шарики. Делаем вот такие вот шарики и складываем их рядышком. Общипываем кусочки. Не общипываем, а отщипываем. Вот прямо они такие воздушные, пушистые. Вот так из всего нашего теста вышло 20 штучек, 20 колобков. У кого-то может быть чуть больше, у кого-то чуть меньше, но теперь берем и лепим пирожки. Дальше все элементарно и просто. Берем, придавили банку пива полную, катанули, превратили в кружочек. Тесто чуть прилипает, но не липнет. Вот такой вот кружочек сделали. Я люблю больше начинки, поэтому ложу громадную ложку и завернули. Тесто тянется с одной стороны, с другой. Прищепили. Прищепили по всему шву. Старайтесь, чтобы картошка не попадала в швы. Завернули в одну сторону какую-нибудь и придавили. Когда будем жарить, жарим швом вниз. Так, когда мы налепили уже больше 5 штучек, начинаем жарить, пока будем остальные лепить. Наливаем побольше масла. Масло нужно хорошо разогреться, сразу не кладем. После того, как масло разогрелось, на огне ниже среднего ложим швом вниз. У меня влазит 4 пирожка, у вас может быть больше, в зависимости от сковородки. Жарятся они примерно плюс-минус 4-5 минут. Сейчас они начнут увеличиваться в размерах. Соответственно, еды, значит, будет больше. Вот смотрите, на глазах уже увеличивается. Прошло буквально 4 минуты. И можно переворачивать. Они уже поразжарились. Вот такие красивые вредные пирожки. Чтобы пирожки хорошо прожарились по бокам, желательно их делать более плоскими. Тогда боковое масло их обжаривает со всех сторон. Если они будут круглые, то боковина будет не обжариваться. Так, все, готовы наши пирожки. Вторая ходка готова. Вот столько много красивых и очень вкусных пирожков у нас получилось. Посмотрите, какие они мягенькие, какие они пушистые. Начинка очень красивая, с укропчиком, с морковкой. Вот такие вот они мягенькие, очень вкусные. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру. Всем пока.